Представители знака зодиака Водолей, я приветствую вас на канале Таро Испирационе. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Быстро летит время, уже скоро Новый год и декабрь, заключительный месяц уходящего года. Ну давайте мы узнаем, каковы подсказки карт на эту неделю с 20 по 26 для вашего знака. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы все равно для себя получите. Или просчитаете какую-то свою тему, вас интересующую, на пару шагов вперед. Как альтернативный вариант развития событий, может быть, предположить сможете. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности, с которыми можете столкнуться теоретически. Чему сейчас не время или что может помешать? Давайте узнаем, а что будет помогать. Достанем такую карту, что скрыто. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергетику смотрим. Финансы, что нам расскажут. Что в личной жизни. И достанем карту совет. Объединим все карты. Итак, что важно знать, мои дорогие водолеи? Ваша карта. Но все же король мечей — это у нас какая энергетика? Это логика, интеллект и рационализм. Наиболее удачлив король мечей, дела, работа, бизнес и деньги, потому что умеет что-то просчитать. Умеет где-то слушать интуицию тоже, потому что она дает подсказки верные, но уж точно не доверяет где-то сказанному или мнению людскому. Он должен свое какое-то мнение иметь или составить. Или, кстати, по этой карте не случайно идут у нас и адвокаты, юристы, врачи, люди, которые работают с металлом, или те узкие специалисты, которые умеют что-то делать хорошо, может быть, в специальности узкой направленности. Не все, как бы, да. Так вот, любое дело, которое мы задумали, мы как будто должны просчитать. Или если сами в этой области не профессионалы, ну, значит, надо обратиться к тому, кто знает или имеет вот это ноу-хау. Может быть, какой-то проект, задачу, тему вам нужно прояснить, найти информацию, как в отношении вас, если вы этим занимаетесь, работает закон. Вот такое тоже может быть. Конечно, у кого-то и дела в суде могут проходить. Именно в эту неделю может быть заседание. Но это совсем не обязательно. Просто в центре, если мы спросили, что важно знать. Так вот, в центре событий этой недели вы и ваша личность. Причем ваши лучшие качества, мои дорогие водолеи. Может быть, чтобы решить какой-то вопрос. Но вот как раз допустить альтернативные варианты развития событий и нужно. Давайте мы узнаем, чего не избежать. Радости. Кстати, карта прошлого. Когда, к примеру, даже если ваши отношения в личной жизни, ну, где-то встали на паузу, или вы с вашим партнером на расстоянии, вполне вероятно, либо вы напишете, либо вам напишет, или, может быть, позвонит человек, или вы будете планировать, как встретиться, или вам захочется возобновить какие-то контакты, потому что есть то, что нас вдохновляет по этой карте, идут искренние отношения. Да, это карта отчасти прошлого, то есть, если мы говорим про личную жизнь, шестерка кубков как раз больше о личной жизни. Значит, были в нашей жизни те люди, которым мы доверяли, или общение нас, ну, как-то радовало, окрыляло, добавляло больше хорошего настроения уж как минимум. Хотя и не только про личную жизнь эта карта, она еще нам говорит, что, ну, дипломатия нам будет помогать в решении любого вопроса, как будто мы сумеем договориться. Ну, отчасти даже если, допустим, ваши отношения были сложные в паре, или у кого-то треугольники там, ну или любая другая ситуация. Возможность проговорить, найти общий язык, договориться, может быть, с человеком в любой сфере жизни. Или сделать в личной жизни для себя что-то очень хорошо. Я бы сказала, если вы один или одна, тут действительно может такой своеобразный анализ как будто прийти невольно на ум, в памяти, когда вы анализируете, ну вот какие эмоции или что мне приносил, давал как будто человек, которого я знал.
или знала, проанализировать как будто что-то вы сможете в этот период или на этой неделе. Я бы сказала, в неожиданностях не хочется быть одному или одной. И вы будете продумать и очень правильно продумывать, как же мне решить эту задачу, вопрос. И уж точно, как и отношения, как и работа, кстати. Это все труд, потому что мы не можем сидеть ждать. Все равно какие-то действия от нас требуются. Значит, продумать варианты знакомств или, может быть, вернуть человека из прошлого. Ну, по крайней мере, для кого-то эта тема будет актуальна. Чему сейчас не время? Ну уж точно какой-то конфронтации, правда. Вот нам и говорит о доброте, о милосердии, о взаимопонимании, вообще лояльности к миру, о том, что не время, наверное, увеличивать дистанцию конфликта, или была какая-то разочаровывающая у вас в жизни ситуация, когда вы не договорились. Причем ведь это карта победителя, где-то воина в душе. Но вместе с тем это карта пировой победы, когда либо эта победа далась тяжелой ценой, либо она нам вдохновение, увы, не приносит. И поэтому нам говорят, с одной стороны, не наступай на горло собственной песни. То есть мы не должны, ну, где-то поступиться своими принципами в угоду кому-то, хорошему отношению. Но и конфронтацию, если с нами не согласны. Вот конфронтацию мы как будто тоже не увеличиваем, не усиливаем. Больше, наверное, на взаимопонимание. Может быть, вы не поняли друг друга. И это вопрос может быть как и по работе, или по решению каких-то ваших дел, тем насущных, или в личной жизни. Вот как будто не время настаивать на своем. Это не значит, что мы со всеми согласились и забыли про себя. Нет, это просто значит, что мы хотим правильно взаимодействовать с миром. Мы не должны менять людей, и они не должны менять как-то, ну вот кардинально нашу жизнь. Мы не должны подстраиваться. Все зависит от того, как люди умеют принимать особенности, какие-то личные особенности друг друга. И это проигрывается на всех ступенях, наверное, нашего социума, нашей жизни. Понятно, что есть люди, которые категорически, ну, никак не попадут в круг нашего ближайшего общения. Но по этой карте скорее нам говорят именно о тех, которые достойны нашего внимания. Но мы почему-то, ну, не договорились, не нашли чего-то вот общего или не поняли друг друга. И вот здесь как раз исправить ошибку самое время. Как будто вообще, мои дорогие, знаете, установить какие-то добрососедские, добрые искренние отношения с теми людьми, которые, ну, для вас, для вашей души, для вашего сердца значимы. Давайте откроем, что помогает. Прежде чем мы делаем какие-то выводы, мы найдем информацию. Вот я об этом говорила по королю мечей. Нам помогает, когда мы, сталкиваясь с людьми со сложным характером, мы им ничего тоже не доказываем. Мы просто отступаем полшага назад и наблюдаем. Вот это нам помогает. Когда мы не включаемся в конфликт, когда мы не включаемся, знаете, в какое-то обсуждение людей, и не поддерживаем чье-то мнение. Вот мы немножко сами по себе на своей волне. Вот это нам все помогает. Но и с другой стороны, если, правда, у кого-то проигрывается ситуация, может быть, с судами, или когда нужно оформить документ, и тогда это тоже нужно сделать правильно, грамотно, может быть, узнать, как будет работать закон для вас, именно на какое-то продолжительное время, или как могут развиваться в дальнейшем события. Одним словом, найти информацию, которая долженствующая, та, которая будет работать наверняка, чтобы нас закон как будто защищал. Во всех остальных случаях, правда, дистанцию конфликта не увеличиваем. Если видим, что не можем договориться, так и не спорим, как будто. Вот это нам помогает. Дела, работа, бизнес. Карта самодостаточности. Очень значимая неделя, когда для себя можно сделать что-то, ну, важно, доброе на длительный период времени. Но это девятка. По девятке всегда по нумерологии 9 – это преддверие перемен. Будут какие-то изменения в последующем. И, видимо, для вас эта неделя важна тем, как знаете, возможность что-то надежно установить. Может быть, отношения. Может быть, кстати, пентакли, получение денег, определиться с работой, определиться с творчеством, бизнесом. Тут
самодостаточность в квадрате по этой карте идет. И ваша сильная позиция. Но ее нужно умело применить, понимаете? Посмотрите, нам несколько карт уже сказали о том, что где-то благодаря дипломатии и умению, ну, где-то идти, может быть, на компромисс, и в то же время, не наступая на горло собственной песни, маневрировать где-то, адаптироваться к ситуации, мы только значимо так увеличим свои собственные позиции или усилим, укрепим. Для себя что-то сделаем. Очень хорошо. Может быть, если это касается общения с руководителем, тогда построить карьеру или начать какое-то свое дело. Но сделать для себя что-то на последующий период очень хорошо, надежно, ценно, уверенно, как и для ваших честолюбивых планов, так и для кармана-то тоже, нам об этом тоже говорят. Ну давайте про карман. Что у нас? Ну про карман победа, правда? Значимая неделя, нечего добавлять. Но обратите внимание, надеюсь, видно, вообще в каждой карте практически карта победителя. Шестерка жезлов изображает этого самого победителя с уставшим лицом, как будто он знает цену победы, и он не готов рисковать собой. Он скорее, ну, где-то адаптирует свои планы под более высшие цели. И он понимает, что вот эта толпа, которая сегодня рукоплещет или восхищается, завтра забудет или изменит мнение. И его задача удерживать те позиции, которые у него есть. Деньги не тратим, но как будто деньги есть, их нужно приумножать. Денежная энергия так работает, что они должны накопиться, мои дорогие водолеи, чтобы где-то пошел прогресс. Они должны как будто задержаться на какое-то время. Деньги есть, но в то же время где-то рациональный подход и к деньгам тоже. Давайте в личной жизни. Счастье, любовь. И карта четверка жезлов. Семья изображена, поэтому для тех, кто в паре, неважно, брак или просто вы проживаете вместе, взаимопонимание, единение души, как будто общие планы, какие-то проекты, новое вдохновение. Для тех, кто в сложных отношениях, да, договориться, проговорить все то, что я говорила. А для тех, кто один или одна, ну вот, наверное, все то, что я тоже перечисляла по шестерке кубков. Я не могу сказать, что это новое совсем с нуля знакомство, но вот как вариант, как будто оно новое в том контексте, что кардинально как-то по-другому с тем человеком, которого вы прежде знали. Может быть, знали, но не так хорошо. Или просто встречались, но не было дружбы, не было какого-то более тесного общения. А здесь вот как раз есть возможность узнать друг друга. Может быть, узнать друг друга заново у кого-то и так проиграется. Но быть счастливым, по сути дела, это карта уверенности. 4 жезла, как 4 столпа, когда у нас и все под контролем, когда мы счастливы. По сути дела, праздник после победы. Прекрасно, мои дорогие, на личную жизнь. И поэтому все зависит от наших действий. Давайте мы откроем карту совет. У вас очень сильная позиция. Это на самом деле. Вот эти ваши энергии, ваши лучшие качества, ваши таланты на благо самому себе или самой себе на этой неделе определенно следует проявлять. И держать эмоции на коротком поводке, об этом говорит буквально карта, потому что лев – это прообраз наших эмоций и нашего эго, и он на цепочке расположен у прекрасной девы. Поэтому мы должны как будто, ну, понимать, мы не приходим в мир земной, да, мы не рождаемся для того, чтобы кого-то учить, поучать или корректировать. Нет, мы тут где-то, может быть, ищем свой круг общения. Может быть, мы пытаемся договориться по делам, по работе, по каким-то документальным вопросам, но опять же какое-то взаимодействие больше и адаптация. Вообще энергетика карты сила, как у мага. Больше позиции где-то, может быть, и серого кардинала, но, видимо, для вас важно не что-то искорежить, понимаете? Самому себе словно не навредить. Посмотрите, какая неделя. И ведь нам ведь как раз говорят, чему не время? Конфронтации, какой-то первой победе. Как будто потеряем время, деньги, может быть, даже деньги у кого-то, но, в принципе, потеряем и силы, энергию, никому ничего не докажем. Все разойдутся при своем мнении. Или, если мы даже сталкиваемся, кто-то искусственно нас
провоцирует как будто на какой-то конфликт или противостояние, или на какие-то, когда мы заходим даже, допустим, случайно в кабинет, а там обсуждения идут, да, руководителя, может быть, вот этому всему, вот мутно непонятному сейчас точно не время. Это мы не должны как будто быть в том пространстве, где это происходит. И тогда самые прекрасные планы у вас осуществятся. И более того, это нужно сохранять. То есть это что-то не заканчивается. Когда мы одержали какую-то вершину победы, мы должны всеми способами где-то лелеять то, что нам дорого, мои дорогие водолеи, что скрыто, давайте посмотрим. Но будет желание, знаете, что скрыто. У кого-то могут просто быть вопросы, связанные с детьми, и надо вот как-то тут какой-то вопрос решить. Но если мы говорим, что скрыто, вы можете сами кому-то не доверять или подвергать все сомнениям. Поэтому, может, нам карта и говорит, ты, ну, может быть, конкретно увидь ситуацию, или если нужно знать что-то конкретно по закону, значит, узнай этот закон. Если нужно проговорить что-то с человеком или узнать что-то о человеке, значит, самое правильное, чтобы этот разговор на чистоту состоялся. Как узнать, обманывает человек или искренен? Как минимум смотреть в глаза, когда вы задаете вопросы. И вопросы задавать без обвинений, а спокойно. И тогда вас никто не обманет. Ваша интуиция, ваш интеллект вам поможет. Тут именно спокойствие, понимаете? И даже тогда самые сложные темы мы сможем выяснить, вынести опять же на поверхность, проговорить. Какой-то глубокий, может быть, разговор может состояться и для вас плюсом, потому что не будет каких-то домыслов, вы будете избавлены от каких-то разочарований и ненужных мыслей. Вот как будто так. Это опять же, это может выражаться то, что мы можем чувствовать только. А если вы, ну, где-то предполагаете, что с вами тоже какая-то была нечестность, значит, тоже в спокойной манере вопрос этот, опять же, к обсуждению, проговаривая. Должна быть на первом месте какая-то дипломатия, потому что для вас самое главное – адаптация. Не сеять где-то завистников, мои дорогие водолеи, или из тех людей, которые с вами не согласны, не создавать, знаете, как клан, который будет вам палки в колеса вставлять. Вот на этой неделе это все важно. Что-то очень серьезно, добро, хорошее, светлое стоит на повестке дня. И ведь это все на продолжительный период. Может быть, вот эти последние дни ноября и декабрь что-то формируется как будто в пространстве, чтобы потом вам совершить какой-то реванш. Или остаться довольным, быть счастливым, мои дорогие, изменить свое качество жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.